Что, мистер Уткин, Хэллоуин уже на носу, да? Да. А ты все еще не знаешь, какой костюм выбрать? Точно. Зомби, вампиры, ведьмы, а также тыквы. Все это уже надоело. Действительно. Ну что же делать? А почему бы тебе не попробовать костюм Кикиморы, домового, а может быть даже лешего? Вау, круто! А где мне узнать об этом? Что ж, тебе повезло, мистер Уткин, а также вам, друзья, потому что сегодня я буду рассказывать вам про русскую нечистую силу. Привет, меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал. Хе-хе, я наложил заклинание на его камеру, поэтому вы будете видеть меня лучше, чем его. Но не переживайте, это только во вступлении. Это все за то, что он шутил над моим костюмом тыквы. Вот так ему. Скоро все будет в порядке. Ладно, давайте дальше смотреть. Сегодня я буду рассказывать вам о русских духах, демонах, а также других немножко страшных персонажей. Но если вы хотите не только узнать, а также встретиться и, возможно, сразиться с этими духами, то смотрите видео до конца, потому что там для вас будет сюрприз. Ну что, вы готовы? Поехали! В общем, в русской традиции нечистой силой считается все, что связано с демонами, духами, с таким потусторонним миром. По-другому эту нечистую силу называют нечистики. И слово «нечистое» здесь – это не про грязь, это про то, что у них отсутствует духовная чистота. Так называли тех, кто не от Бога, а от тьмы. Но интересно то, что в русской культуре нечистая сила не всегда злая. Иногда она может быть даже добрее человека. Но откуда она появилась? Еще древние славяне верили, что все вокруг – лес, небо, море, поле – оно населено разными духами, оно живое. В каждом месте живет свой дух-хозяин. Люди уважали и боялись этих духов. Они приносили им свои дары, подарки, они договаривались с ними. Если плохо себя вести, то дух может обидеться. Однако, когда пришло христианство на Русь, то церковь сказала: это все бесы, это все нечистая сила и это все плохо. Но вера в духов осталась. Просто теперь они стали таинственными, опасными, но все такими же интересными. Как люди защищались от этих духов? Чтобы нечистая сила их не трогала, как правило, люди носили с собой обереги, амулеты, читали разные молитвы или ставили кресты. И это был такой способ свалить на кого-то, да, так сказать, если в доме что-то сломалось, если у тебя что-то не получилось, то люди всегда за это винили нечистую силу. И это был, так сказать, такой психологический, как сказать, то есть таким образом люди справлялись с внутренними конфликтами и чувствовали себя лучше. Но, как я уже раньше сказал, не все эти духи злые, некоторые могли тебе помочь, если уметь правильно с ними разговаривать. А теперь давайте пройдемся и посмотрим, какие же есть у нас основные виды разных духов, так сказать, нечистиков. Итак, первый, я думаю, самый известный дух – это домовой. Домовой обычно представлен в виде маленького старичка с большой бородой и косматыми волосами. Он обычно живет за печкой или под полом, но есть разные виды домовых. Есть домовой, который живет в доме, а есть тот, кто живет во дворе. Домовой любит порядок и тишину, и люди раньше считали, что не ты хозяин дома, а домовой хозяин дома, и в первую очередь он охраняет дом, не тебя. Поэтому люди называли его по-доброму соседушка или дедушка. Если хозяева опрятные, они держат дом в чистоте, все в порядке, то домовой дом охраняет, им помогает и предупреждает об опасности. Иногда ночью можно слышать легкий шорох.
это домовой ходит по дому и проверяет, что все в порядке. Если в доме ругаются, кричат или ленятся, то домовой тогда сердится. Он может спрятать вещи, может что-нибудь сломать, а иногда люди верили, что он может даже убить человека в крайних случаях. Так сказать, когда он спит, могут его задушить во сне. И чтобы задобрить домового, люди, как правило, оставляли ему немножко хлеба, немножко молока, разную еду и всегда старались поддерживать в доме чистоту и порядок. Другой дух, который также является довольно-таки интересным и связанный с домом, это кикимора. Это, так сказать, женская версия домового. Некоторые называют ее женой домового. Кикимора также живет за печкой или в углу дома, а иногда под полом. Днем ее не видно, но ночью она просыпается, она придет разную пряжу, она пугает детей, да, ну в общем она такая маленькая хулиганка. Если хозяйка ленивая, то тогда, конечно, кикимора сердится. Она портит пряжу, она пугает детей, она бьет посуду. Но если в доме чисто, спокойно и тепло, то кикимора просто поет песенки и охраняет сон детей. Однако в современной культуре слово кикимора больше связано с фразой «кикимора болотная», такое оскорбление, которое делают часто разным женщинам. И я думаю, что это немножко другой персонаж, это, так сказать, болотная ведьма, которая живет в болоте. Я не знаю, если вы смотрели сериал «Ведьмак» или читали книги, то там была кикимора, и она была очень страшная. Другой дух, которого мы называем полевой или полудница, если это женская версия этого духа, это такой дух, который охраняет поле, и, как правило, его можно увидеть в полдень. Если крестьяне идут работать в поле, но во время полудня, как правило, считается, нужно отдыхать. И считается, что когда солнце в самом зените, то это очень опасно работать, потому что полевой может тебя за это наказать. Ты можешь потерять сознание, да, или с тобой что-то может случиться. Поэтому считается, что полночь, а также полдень– это опасное время. Связь между нашим миром и потусторонним миром, она как бы усиливается, и поэтому в эти моменты нельзя работать, нужно отдыхать. Также полевой – это дух поля, дух урожая, дух злаков, и он выглядит как такая, знаете, куча сена. И он очень любит людей, которые с уважением относятся к земле. Следующее – это русалки. Вот в западной, скажем так, англосаксонской мифологии русалки – это такие девушки с хвостами рыб. Хотя в славянской мифологии, как правило, у них нет хвостов. И они живут не в море, они живут в озерах, в прудах или в реках. И, как правило, русалки – это души женщин, которые утонули или покончили с собой тем, что прыгнули в воду. И, конечно, русалки, они выглядят как девушки, обычные девушки, но у них очень длинные волосы, они абсолютно голые и иногда зеленые, и они пытаются с собой утянуть мужчин под воду. Они также поют песни, они их приглашают, и, в общем, нужно быть очень осторожным, когда ты останавливаешься спать или у озера, или у пруда, потому что ночью русалка может тебя утащить. Весной у русалок даже была своя неделя, называлась «Русальная неделя», в которую ни в коем случае нельзя купаться и ходить к воде, иначе русалки могут тебя утопить. Следующий водяной дух так и называется водяной. Да, водяной это, так сказать, я бы сказал, главный дух воды. Если русалки это женщины, которые утонули, водяной, можно сказать, был там всегда. И вообще русалки слушаются водяного. Поэтому если ты умеешь договариваться с водяным, то тогда русалки тебе ничего плохого не сделают. Он выглядит весь старый, у него такая борода из тины, иногда с зеленой кожей и большими глазами. И, конечно, если его рассердить, то он также может топить людей, как и русалки. Но если с ним договариваться, то он может помогать рыбакам. Следующий дух, я думаю, пожалуй, самый такой сильный из всех духов, это леший. Леший – это хозяин леса.
Он живет в лесу. Как он выглядит, никто не знает. И, как правило, он может принимать человеческую форму, он может принимать форму огромного такого зеленого гиганта, а также он может принимать форму животных, медведя, волка, а даже может быть маленьким грибом. Поэтому, когда ты идешь в лес, раньше люди всегда кланялись и просили разрешения у домового зайти в лес. Они говорили, что они ничего плохого не сделают, просто хотят собрать грибы. И иногда, когда люди были в лесу и они терялись, они не могли найти дорогу домой, они говорили: «Тебя леший попутал». И значит, что нужно, по идее, снять с себя всю одежду и одеть ее шиворот на выворот. То есть одеть ее наизнанку. Левый сапог надеть на правую ногу, правый сапог на левую ногу. И только тогда леший воспримет тебя за своего, то есть как бы тоже за такого нечистика. И он покажет тебе дорогу домой. Следующий дух, мы называем его черт или бес. Вообще духом его трудно назвать, некоторые называют его демоном. Но вообще черт или бес – это не совсем то же самое, но сейчас мы не будем углубляться в подробности, давайте просто называть его чертом, как обычно говорят. Вообще черт выглядит как такой маленький, не знаю, маленькое существо, у него есть рога, есть хвост и копыта, как у козла, да, но верхняя часть у него, я бы сказал, человечья. И черт, как правило, он не очень плохой, да, но он любит пакостить, любит шалить и может сделать что-то нехорошее. И, как правило, в сказках он не супер негативный персонаж, скорее такой смешной. У Гоголя в сказке «Ночь перед Рождеством» он также фигурировал и сыграл довольно, можно сказать, положительную роль. И люди говорят, что черт может тебе помочь, если пообещать ему водку или свою душу. Есть много фраз и выражений, связанных с чертами. Например, мы говорим «черт тебя побери» или «черта с два» или «какого черта?». Да? Это часто используют эти фразы в каждодневной речи. Или сказать «ну и черт с ним». Следующий дух или существо, которого люди называют оборотень или волколак на Украине и в Польше. Это человек, который может по своей воле или не по своей воле превращаться в волка. Как правило, волка иногда в другое существо. Но что интересно, в славянской мифологии, как в отличие от западной мифологии, когда человек превращается в волка, то он теряет контроль над собой, он становится животным. Но в русской мифологии считается, что когда человек становится волком, он сохраняет сознание человека. И поэтому даже когда ему оставляют мясо, да, он не может есть сырое мясо, потому что человек не ест сырое мясо, да, он ест только приготовленное мясо. Люди испытывали сочувствие к тем, кто был обращен в волков, и они оставляли им немножко хлеба, немножко, не знаю, какой-то еды, чтобы человеческой, да, чтобы они могли поесть. И иногда, когда охотники убивали волков и снимали с них шкуру, под ней они видели человеческую одежду, и они понимали, что это был оборотень, это не был волк. И последний на сегодня дух, мы называем его банник. Банник – это такой маленький человечек, который дедушка с большой бородой и, как правило, тоже голый, живет в бане. Да? Вообще баня – это довольно необычное место, это как сауна, да, для русских. Это тоже немножко связано с потусторонним миром. Например, когда люди ходят в баню, они иногда раньше читали молитвы, но сейчас есть правило, которое я соблюдаю, что в бане нельзя материться. То есть нельзя говорить плохие слова, потому что в бане живут определенные духи, которым это не нравится. Вот. И это довольно нужно, чтобы было чистое место. И вот банник – это такой дух, который он вроде бы как охраняет баню, но тоже если в бане что-то идет не так, если тебе слишком жарко, если ты обжегся, то все винят на банника. Вы знаете, люди любят винить все на нечистую силу. И что интересно, раньше во время святок девушки любили ходить в баню гадать. И они делали немножко такие непристойные вещи, как они оголяли их попу,
и подставляли к бане и ждали. Если до них дотронется рука мохнатая, это значит, что этот банник мохнатой рукой, да, у них будет богатый муж. Если рука голая, не мохнатая, как обычно, будет бедный. А если мокрая, то муж будет пьяница. Вот такая забавная была традиция у славянских девушек раньше. Вот такая она нечистая русская сила. Очень живая и очень русская. Но если вы действительно хотите погрузиться в мир этих чертиков, да, этих леших и тому подобное, и хотите улучшить свой русский, то для вас я сделал мою игру, которая называется Word and Sword. Слово или меч. В этой игре вы с другими студентами вместе будете исследовать мир русских духов и будете практиковать свой русский в натуральной манере. Это настольно-ролевая игра по типу D&D, но намного более простая. Там нет сильной математики и нет многих боев. Часто придется использовать ваш ум, чтобы справиться с ситуациями. Эта игра идеально подходит для тех, у кого уже есть неплохой уровень русского, но вы хотите говорить более свободно. Так что, если вам это интересно, то записывайтесь ко мне на встречу, ссылка будет в описании, там я расскажу все подробности. Кроме того, хотел сказать, как всегда, большое спасибо всем моим патронам на Патреоне, а особенно моим супер патронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Лиз, Холли, Андрея, Майкл и Брюс Ли. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку. Спасибо всем, пока-пока!